Урок номер 2. Вера в Бога. Послание к евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Сразу отвечу на распространенный вопрос, зачем изучать начатки, если написано оставить их и снова не полагать основания. Так и есть, второй фундамент поверх первого никто не делает. Однако вообще без фундамента строительство бессмысленно, так как строение рухнет. Следовательно, у каждого христианина должен быть заложен этот фундамент из начатков учения Христова. Затем на нем нужно строить, спеша к совершенству. Эта школа должна быть первой и основополагающей для каждого новоуверовавшего или любого человека, у которого такого основания не было. Данную школу не нужно проходить повторно, так как фундамент уже положен. Итак, что же включает в себя вера в Бога? Слово «вера» – это греческое «пистис» – доверие, убежденность, верность, вероисповедание, удостоверение, поручение. Все эти значения являются составляющими веры в Бога. Если кто-то говорит, что верит в Бога, это уже хорошо, но это еще не показатель того, что человек находится в правильном положении перед Богом. Демоны тоже верят в Бога и трепещут. И что с этого? Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Вера в Бога – это не только уверенность в том, что Бог есть, но и доверие Ему во всем и всегда. Это послушание Его Слову и исполнение Его воли, а также верность до конца. Все это заключено в греческом слове «пистис». И такой образ жизни должен быть присущ каждому человеку, поверившему в Бога от всего сердца. Второе. Как люди приходят к вере в Бога? Одни люди поверили в Бога, потому что Он явился им или проговорил к ним. Это указывает на предизбрание. Примеры этому Моисей, Авраам, Исаак, Самуил, Соломон и другие. В Библии есть много примеров предизбрания людей для особой миссии. Это происходило не только в древние времена, но и во время основания церкви, и, что немаловажно, продолжается в наши дни. Книга Деяний, 10 глава, стихи 40-41. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых». Итак, одних людей Бог предизбрал и сам открылся им. Другие люди поверили в Бога, потому что кто-то рассказал им о нем. Примеры этому народ Израиля, жители Ниневии и другие. Иные люди поверили в Бога в результате чудес, которые произошли лично с ними или перед их глазами. Примеры этому – военачальник Неиман, который очистился от проказы, а также царь, который увидел Даниила живым среди львов. Наконец, некоторые люди поверили в Бога из-за обстоятельств. Пример этому – царь Навуходоносор, который из-за гордости чуть не лишился жизни, но затем, пройдя через смиряющие обстоятельства, поверил в Бога и воздал Ему славу. Таким образом, вере в Бога предшествуют либо предизбрание, либо свидетельства других, либо чудеса, либо обстоятельства. Все это можно назвать путями, которыми люди приходят к Богу и обретают веру. Третье. Как проявляется вера в Бога? Человек, который верит в Бога, отличается от неверующего или атеиста мышлением, словами и поступками. Веру в человеке никак не распознать, пока не услышишь, что он говорит, и не увидишь, что он делает. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Истинный верующий не прячется и не скрывает веру в Бога, но доказывает словами и делами, кого он любит, кого слушает, кому доверяет, кому верен и чью волю исполняет. И это не вопрос выбора, это требование к каждому человеку, призывающему имя Господа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
Таким образом, живая вера в Бога всегда приводит человека к праведной святой жизни. Такой человек усердно старается исполнить волю Божью. 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Выводы. Мы узнали, что вера в Бога включает в себя все значения слова «пистис» – уверенность, доверие, верность Богу. Истинная вера приводит к изменению убеждений, ценностей, стремлений человека и влияет на все сферы его жизни. При этом вера в Бога – это не что-то временное или поверхностное. Верующему необходимо оставаться верным Богу до конца жизни. В разные периоды жизни, в испытаниях и трудностях верующий должен сохранить верность Богу, несмотря ни на что. Это и есть портрет человека, имеющего живую веру в Бога и проявляющего ее. Конец второго урока.